Иван Петрович Хромов, человек с лицом, вырезанным из старого дуба, 30 лет водил рейсовые автобусы по самым гиблым трассам страны. Пассажиры видели в нем просто деда Ваню, молчаливого старика в засаленной фуражке, который никогда не превышал скорость и всегда вовремя подавал машину к перрону. Мало кто знал, что этот человек когда-то управлял многотонными тягачами под обстрелами в Паншерском ущелье и испытывал технику, которую нельзя было называть вслух. Те, кто попытался остановить его автобус в ту холодную февральскую ночь на перегоне между Сургутом и Ноябрьском, думали, что перед ними легкая добыча. Ошиблись они лишь однажды, но исправить эту ошибку было уже некому. Чтобы понять, почему старый водитель нарушил все правила безопасности и превратил свой автобус в инструмент возмездия, нужно вернуться в самое начало. Перед этим прошу вас подписаться на канал, написать в комментариях, из какого вы города, и поставить лайк. Это очень помогает каналу. Приятного просмотра! Иван Хромов родился в 1958 году в небольшом поселке под Пермью. Это были края, где машина не роскошь, а единственный способ не замерзнуть и не пропасть. Его отец был механиком в лесничестве, и Иван научился отличать звук работающего дизеля от кашля бензинового мотора раньше, чем научился читать. В школе он был тем самым парнем, который мог за вечер перебрать мотоцикл соседа просто ради интереса. Тихий, сосредоточенный, с тяжелым взглядом. Такие дети редко становятся заводилами, но именно к ним идут, когда что-то ломается. В армию его призвали в 76-м, попал в учебку в Туркестанском округе, а оттуда в специальный испытательный батальон. Командиры быстро поняли, у Хромова есть редкий дар. Он чувствовал металл как продолжение собственных нервов. Когда другие водители бросали машины в грязи или глохли на подъемах, Иван вел свой Урал так, будто под колесами был не рыхлый песок, а ровный асфальт. Его отобрали в группу испытателей спецтехники. В документах это значилось как «водитель-испытатель экспериментальных образцов». На деле же это была подготовка к тому, что ждало страну за Южным перевалом. В 79-м он оказался в Афганистане. Трасса Кабул-Джалалабад стала его вторым домом. Это не были просто рейсы, это были дуэли со смертью. Хромов водил бензовозы, огромные неповоротливые мишени, которые вспыхивали от одной пули. Именно там он выработал привычку, которая осталась с ним на всю жизнь. Никогда не отпускать руль, что бы ни происходило вокруг. В 81-м под Салангом его колонна попала в засаду. Головную машину подбили, хвост отрезали. Иван, сидевший за рулем бронированного тягача, сделал то, чего не было в уставах. Он использовал массу своей машины как таран, расчищая путь остальным, не глядя на то, что борта превратились в решето. Из того боя он вышел с орденом Красной Звезды и 3 осколками в бедре, которые напоминали о себе в каждую сырую погоду. Демобилизовался он в 83-м. Мог бы остаться в штабе, мог бы пойти в ГАИ, но город давил на него. Слишком много правил, которые не имели смысла, слишком много людей, которые не знали цены тишины. Иван уехал на север. В те годы там ковалась индустрия, там нужны были люди, умеющие водить все, что имеет колеса. 20 лет он отработал на вахтовых перевозках. Икарусы, лайнеры, старые лазы. Через его руки прошли десятки машин. К началу 2000-х он осел на междугородних рейсах. Его автобус, старый, но идеально вычищенный Икарус 250 белого цвета с красной полосой, был легендой автовокзала. Иван Петрович не любил новые китайские автобусы с их электроникой. Он говорил, в машине должна быть душа, а не микросхемы. Он сам перебрал двигатель, сам усилил раму, сам поставил дополнительные обогреватели в салон. Коллеги подшучивали. «Петрович, ты на нем в космос собрался?» Хромов лишь молча протирал зеркала. Он знал, на трассе, где до ближайшего жилья 100 километров, а за бортом минус 40, надеяться можно только на то, что ты сделал своими руками. К февралю 2011 года Петровичу было 53. Срок приличный,
чтобы задуматься о пенсии, о тихой даче и рыбалке. Он и сам подумывал, что этот сезон будет последним. Ноги стали ныть сильнее, а ночные рейсы давались все труднее. Но дорога не отпускала. Она была единственным местом, где он чувствовал себя на своем месте. В ту ночь, с 13 на 14 февраля, он вывел свой Икарус на рейс Сургут-Ноябрьск. В салоне было 18 человек, в основном вахтовики, возвращавшиеся домой с деньгами после длинной смены. Суровые мужики в пуховиках, пахнущие соляркой и усталостью. Они спали, доверяя своей жизни старому водителю. Среди них был и инкассатор местного предприятия, молодой парень, который перевозил документацию и крупную сумму наличных в райцентр. Хромов об этом не знал, да и не должен был. Его делом была дорога. Трасса Р-404 в феврале – это черная лента среди бесконечных снегов. Метель только начиналась. Поземка змеилась по асфальту, скрывая ледяные корки. Иван Петрович вел машину ровно, держа 70 км в час. В зеркалах было пусто. Лишь бесконечная тьма и свет собственных габаритов. Тишину в кабине нарушал только шелест шин и негромкое гудение печки. Хромов чувствовал спокойствие. То самое рабочее спокойствие, которое он ценил больше всего. Он не знал, что в 10 километрах впереди, на неосвещенном повороте у старого моста через безымянный ручей, его уже ждут. Черный внедорожник появился в зеркале заднего вида внезапно. Он не мигал фарами, не пытался обогнать, просто висел на хвосте, сохраняя дистанцию. Иван Петрович напрягся. На этой трассе случайных машин в 3 часа ночи почти не бывает. Через минуту слева появился второй силуэт, тоже без огней, едва различимый в свете метели. Хромов крепче сжал руль. Руки, привыкшие к вибрации дизеля, мгновенно вспомнили ощущение из другой жизни, когда за следующим поворотом может ждать гранатометчик. Он не стал тормозить, наоборот, чуть добавил газа, чувствуя, как старый Икарус послушно отзывается, несмотря на возраст. Внедорожники начали прижимать. Один вышел вперед, плавно замедляясь, заставляя автобус сбросить скорость. Второй остался сзади, перекрывая маневр. Это была классическая коробочка. Профессионально, жестко, без лишних движений. Иван Петрович посмотрел на спящих пассажиров в зеркало салона. Они еще ничего не понимали. Молодой инкассатор в 5-м ряду открыл глаза и тревожно посмотрел в окно. Хромов почувствовал, как внутри него просыпается то, что он пытался похоронить 30 лет. Тихая, холодная ярость человека, которого решили загнать в угол. Он вспомнил слова своего командира в Афгане. «Если тебя зажимают, значит, они боятся твоего веса. Используй его». Перед тем, как мы продолжим, прошу вас подписаться на канал, написать в комментариях, из какого вы города, и поставить лайк. Это очень помогает каналу. Приятного просмотра. Внедорожники действовали слаженно. Передний, тяжелый черный Land Cruiser, начал играть стоп-сигналами. Красные огни вспыхивали в темноте, как глаза хищника, принуждая Ивана Петровича давить на тормоз. Сзади подпирал второй, не давая дистанции для маневра. Хромов видел в зеркало, как из люка задней машины высунулся человек в маске. Вспышка фонаря ударила по глазам, ослепляя. Следом короткий властный жест рукой. «К обочине!» В салоне автобуса стало шумно. Вахтовики, еще минуту назад видевшие 10-й сон, теперь прилипли к окнам. Тишина сменилась тревожным гулом. «Петрович, чего они хотят?» – выкрикнул кто-то из середины салона. «Сядьте на места и пристегнитесь, если жизнь дорога». Глухо ответил Хромов, не оборачиваясь. Голос его звучал так, что спорить никто не решился. Иван Петрович не нажал на тормоз. Напротив, он плавно переключился на пониженную передачу, удерживая высокие обороты. Дизельный мотор Икаруса отозвался утробным рыком, который почувствовали все пассажиры через подошвы сапог. Это был не просто звук старой машины, это был голос зверя, которого разбудили среди ночи. Хромов знал, на заснеженной трассе вес – это его главное преимущество.
15 тонн стали против 3 тонн японского внедорожника. Физика – единственное, что не берет взяток и не боится оружия. Главарем нападавших был человек по кличке Шакал. Он уже полгода патрулировал северные трассы, зная, когда вахтовики едут с большими деньгами. Его схема была безотказной – прижать, напугать, заставить остановиться в глухом месте. Обычно водители, увидев стволы, сдавались сразу. Жизнь дороже чужих денег. Шакал сидел на пассажирском сидении переднего внедорожника и раздраженно смотрел в зеркало. Старый автобус не замедлялся. Наоборот, он притерся к левому борту крузера так близко, что Шакал услышал скрежет металла о металл. Иван Петрович чувствовал габариты машины как свои собственные плечи. Он видел, как водитель внедорожника дернулся, пытаясь уйти от столкновения, и на мгновение потерял темп. Этого хватило. Хромов резко крутанул руль вправо, подрезая заднюю машину, и тут же вернул автобус на центр дороги, занимая обе полосы. Это была езда на грани фола, на грани переворота. Но старый Икарус держался, вгрызаясь шипами в обледенелый асфальт. «Он что, бессмертный?» – прошипел Шакал, хватаясь за рацию. «Вали его под обрез, стреляй по колесам!» Из окна заднего внедорожника высунулся ствол карабина. Хромов увидел это в зеркало. Секундный расчет. До поворота у моста 3 километра. Там дорога сужается, а кюветы уходят вниз на 5 метров. Если он даст им прострелить колесо сейчас, автобус превратится в братскую могилу. Иван Петрович выключил свет в салоне, погрузив пассажиров в полную темноту. «Всем на пол! Быстро!» – скомандовал он. Раздался первый выстрел. Сухой хлопок разорвал шум метели. Пуля ударила в заднюю панель, не пробив толстый слой утеплителей металла, который Хромов сам наваривал в гараже 3 года назад для тепла. Он знал каждую слабую точку своей машины и знал, где она неуязвима. Второй выстрел разбил боковое стекло в задней части. Осколки осыпали пустые сиденья. Пассажиры кричали, кто-то молился, молодой инкассатор сжимал в руках свою сумку, бледный как полотно. Хромов оставался абсолютно спокоен. Сердце билось ровно, пульс замедлился. Это было состояние боевого транса, в котором он проводил месяцы в Афгане. В кабине пахло старой кожей, дешевым табаком и чем-то еще, запахом разогретого железа. Передний внедорожник снова попытался выйти на обгон, на этот раз решительнее. Он вылетел на встречную полосу, пытаясь зайти в лоб. Шакал рассчитывал, что нервы старика сдадут, и он вильнет к обочине, где снег глубиной в метр поглотит колеса. Но Хромов не вильнул. Он дождался момента, когда капот крузера поравнялся с передним колесом автобуса и резко ударил по тормозам на долю секунды, а затем снова нажал на газ. Маневр был ювелирным. Автобус качнулся, заднюю часть занесло, и тяжелый стальной бампер Икаруса наотмашь ударил внедорожник в заднее крыло. Ленд-крузер швырнуло на встречную обочину. Водитель чудом удержал машину на дороге, подняв тучу снежной пыли. На мгновение дистанция между ними увеличилась, но Хромов знал, что это только начало. Бандиты были взбешены. Теперь для них это была не просто грабеж, а личная обида. Он видел, как обе машины включили люстры на крышах, заливая трассу ослепительным белым светом. Теперь они не скрывались. «Петрович, они нас убьют! Открой двери, отдадим все!» — крикнул кто-то из вахтовиков, прижимаясь к полу. Иван Петрович посмотрел в зеркало. В его глазах не было страха. Было только бесконечное, холодное презрение. «Если я открою двери, они убьют вас всех, чтобы не оставлять свидетелей», — сказал он тихо. «Сидите тихо, я довезу». До моста оставался километр. Это место было идеальным для западни. Но Иван Петрович решил, что оно станет идеальным местом для его собственной контратаки. Он вспомнил, как в 81-м они проходили такие же узкие мосты под огнем. Главное – не скорость. Главное – инерция. Он потянулся к приборной панели и переключил тумблер самодельного компрессора. У него была одна задумка,
которую он подготовил на случай, если придется вытаскивать машину из глубокого болота. Но сейчас она должна была послужить другой цели. Внедорожники снова сблизились. Теперь они шли по бокам, зажимая автобус с двух сторон. Шакал опустил стекло и направил пистолет прямо в голову Хромову. Между ними было всего 3 метра. Иван Петрович повернул голову и посмотрел прямо в глаза бандиту. В этом взгляде Шакал не увидел ни мольбы, ни ужаса, только спокойное ожидание охотника, который уже расставил селки. Хромов резко нажал на педаль сцепления и одновременно дернул за рычаг стояночного тормоза, который он предварительно модифицировал. Автобус не остановился, но его задний мост на мгновение заблокировался, создавая эффект резкого рывка. В этот же момент Иван Петрович включил дополнительные прожекторы, направленные не вперед, а вбок, мощные галогенки, которые он поставил для работы в карьерах. Яркий свет ударил в окна внедорожников. Ослепленные водители на долю секунды потеряли ориентацию. Этого времени Хромову хватило. Он отпустил тормоз и резко вывернул руль влево, в сторону машины Шакала. Весь вес Икаруса обрушился на бок внедорожника. Металл заскрежетал, посыпались искры. Ленд-крузер вжало в снежный бруствер. Но бандиты не отступали. Вторая машина зашла с тыла и ударила автобус в задний бампер, пытаясь развернуть его поперек трассы. Автобус начало заносить. Пассажиры закричали, когда машина наклонилась под опасным углом. Иван Петрович боролся с рулем, чувствуя, как напрягаются мышцы, как старые осколки в бедре отзываются резкой болью. Он выровнял машину за 100 метров до моста. Впереди узкая горловина, ограниченная бетонными блоками. Проехать там может только одна крупная машина. Хромов знал, кто первым зайдет на мост, тот и диктует правила. Он вдавил педаль в пол, выжимая из старого дизеля все, что в нем осталось. Черный дым из выхлопной трубы окутал трассу, создавая дымовую завесу, прямо как тогда, в ущелье. В этой черноте, среди снега и дыма, старый водитель чувствовал себя хозяином. Он не просто вел автобус, он вел бой. И в этом бою он не собирался проигрывать. Бандиты думали, что преследуют жертву, но они еще не поняли, что сами зашли в клетку к старому опытному волку, который знает каждый дюйм этой клетки. Чтобы понять, чем закончилась эта дуэль на мосту, нужно было видеть, на что способен человек, которому больше нечего терять, кроме своей чести и жизни людей за спиной. Но об этом в следующей части. Перед тем, как мы продолжим, прошу вас подписаться на канал, написать в комментариях, из какого вы города, и поставить лайк. Это очень помогает каналу. Приятного просмотра! Мост через безымянный ручей был построен еще в 70-х. Узкий, горбатый, с выщербленным бетоном и низким ограждением. Он казался шрамом на теле бесконечной тундры. Зимой это место становилось ловушкой. Снежные наметы сужали проезжую часть так, что 2 легковые машины расходились с трудом. Для 15-тонного Икаруса это был игольное ушко. Иван Петрович знал этот мост наизусть. Он помнил каждую выбоину, каждый стык плит, который отдавал глухим ударом в рулевую колонку. Он знал, что если он не удержит траекторию сейчас, все закончится внизу, на льду ручья. Внедорожники шли на сближение. Шакал, осознав, что старик не собирается сдаваться, отдал приказ на уничтожение. О грабеже речь уже не шла. Теперь это была борьба за выживание. В зеркале Хромов видел, как из люка второй машины высунулся человек с монтировкой и чем-то тяжелым. Они собирались разбить фонари и боковые зеркала, чтобы полностью ослепить водителя перед въездом на мост. Иван Петрович действовал на опережение. Он нащупал под сиденьем тяжелый стальной рычаг, самодельную секретку, которую он установил для экстренного сброса давления в тормозной системе. Это был риск. Если система не сработает обратно, автобус превратится в неуправляемый снаряд. Но выбора не было. Когда передний внедорожник Шакала поравнялся с дверью водителя, пытаясь зажать Икарус у самого края бетонного парапета, Хромов резко ударил по рычагу. Пневматика отозвалась оглушительным шипением. Из-под колес автобуса вырвалось облако сжатого воздуха и ледяной крошки, создав мгновенную завесу.
Водитель ленд-крузера инстинктивно дернул руль влево, и в этот момент Иван Петрович совершил свой маневр. Он не стал уходить от столкновения, наоборот, он направил нос Икаруса прямо в борт внедорожника. Тяжелый стальной швеллер, который Хромов когда-то скрытно вварил под передний бампер для защиты радиатора, сработал как таран. Удар был такой силы, что в салоне автобуса посыпались плафоны освещения. Внедорожник «Шакала» подбросило, его колеса оторвались от асфальта, и машина, теряя управление, заскользила по самому краю моста, высекая искры из бетонного ограждения. В этот момент заговорил второй внедорожник. Очередь из карабина прошила заднюю дверь автобуса. Пули прошли сквозь тонкий металл и застряли в спинках задних сидений, которые вахтовики предусмотрительно заложили своими сумками с инструментом и спецовками. В салоне пахло порохом, сжённой резиной и смертельным страхом. «Петрович, они сзади!» – закричал молодой инкассатор, прижимаясь к полу. «Они сейчас движок расстреляют!» Иван Петрович слышал его, но не отвечал. Он смотрел вперед. Там, в свете фар, уже показались очертания моста. Он знал, сейчас начнется физика, против которой бессильны пули. Хромов резко вывернул руль, занимая ровно середину проезда. Икарус шел по колее, как по рельсам. Внедорожник «Шакала», помятый и ободранный, пытался втиснуться в узкую щель между автобусом и парапетом. Металл визжал, срывая молдинги и зеркала. «Шакал», бледный и яростный, кричал что-то в окно, направляя пистолет в сторону кабины. Иван Петрович даже не повернул головы. Он смотрел только на габаритные огни своего автобуса, которые отражались в обледенелом бетоне. Он чувствовал, как Икарус сопротивляется, как гудит рама под чудовищным давлением. В ту секунду, когда они въехали на середину моста, Хромов применил то, чему его учили в учебке 40 лет назад. Он резко ударил по педали тормоза и тут же отпустил ее, создавая эффект раскачки. Тяжелая корма автобуса вильнула, и этот короткий занос стал фатальным для преследователей. Задний внедорожник, шедший вплотную, не успел среагировать. Его передний бампер зацепился за усиленную подножку Икаруса. Машины сцепились на скорости 80 км в час. Иван Петрович почувствовал этот зацеп. Он не стал выравнивать машину. Наоборот, он добавил газу, увлекая внедорожник за собой. Он использовал массу своего автобуса как якорь. Скрежет раздираемого металла заглушил даже рев двигателя. Внедорожник начал разворачивать поперек моста. Водитель бандитов давил на тормоза, но 15 тонн инерции тащили его за собой как щепку. Через мгновение внедорожник «Шакала», оказавшийся зажатым между Икарусом и бетонным блоком на выезде с моста, не выдержал. Его переднюю ось вывернуло, колесо лопнуло, и тяжелая машина, совершив кульбит, врезалась в опору освещения. Грохот удара эхом разнесся над замерзшей рекой. Хромов не оглядывался. Он видел в зеркало заднего вида только столб огня. Взорвался бензобак одной из машин. Но радоваться было рано. Второй внедорожник, тот, что был с карабином, сумел избежать столкновения. Он проскочил мост следом, и теперь его водитель, обезумев от ярости, шел на таран. Именно в этот момент Иван Петрович понял: до Ноябрьска еще 50 километров глухой тайги, и эта дуэль только переходит в свою финальную стадию. У него закончились хитрости с пневматикой, а левое зеркало было снесено. Но у него оставался сам автобус, его руки и знание того, что на этой дороге он – последний закон. Он вспомнил, как в Афгане, когда патроны кончались, водители шли в лобовую. Это называлось проверка на вшивость. Кто первым свернет, тот мертвец. Хромов сжал зубы так, что заныли челюсти. Впереди был затяжной спуск, покрытый чистым льдом. Место, где тормоза не значит ничего, а решает только вес и воля. «Держитесь, мужики», – прошептал он в пустую кабину. «Сейчас полетим». Он выключил фары. Полная темнота поглотила автобус. Хромов вел машину по памяти, по чувству дороги, по звездам, которые едва проглядывали сквозь метель. Он знал, что бандиты в темноте не смогут прицелиться. Они будут видеть только огромную белую тень, летящую сквозь ночь. И эта тень не собиралась останавливаться. Пассажиры в салоне затихли.
Даже плач кого-то из вахтовиков прекратился. В этой тишине было слышно только, как свистит ветер в разбитых окнах и как тяжело дышит старый водитель. Он был спокоен той страшной тишиной, которая бывает только перед настоящей бурей. Чтобы понять, чем закончилась эта ночная гонка по ледяному спуску, нужно было знать Ивана Петровича Хромова лично. Но те, кто знал его таким, остались там, за перевалами. А те, кто встретил его сегодня, уже начали понимать. Они выбрали не того старика для легкой прогулки. Перед тем, как мы продолжим, прошу вас подписаться на канал, написать в комментариях, из какого вы города, и поставить лайк. Это очень помогает каналу. Приятного просмотра! Спуск к реке Пур был известен среди северных дальнобойщиков как чертова горка. 3 километра петляющего асфальта, зажатого между скалистым склоном и крутым обрывом. В обычные дни здесь проверяли тормоза и веру в Бога, а в ту февральскую ночь это место превратилось в арену, где решалось, кто доживет до рассвета. Иван Петрович Хромов вел свой Икарус в полной темноте. Он ориентировался по приборам, по отсветам на снежных брустверах и по тому самому внутреннему чувству дороги, которое не купишь ни за какие деньги. Второй внедорожник, серая «Тойота», изрешеченная скрежетом и яростью, висел в 10 метрах сзади. Его водитель включил все возможные огни, пытаясь ослепить Хромова через зеркала, но Иван Петрович давно предусмотрительно их сложил. Он видел мир только через узкую полоску лобового стекла. В салоне пахло морозом. Через разбитые окна затягивала ледяную пыль. Пассажиры лежали на полу, скованные тишиной, которая была страшнее любых выстрелов. Только звук дизеля, работающего на пределе, напоминал о том, что они еще живы. Бандиты пошли в последнюю атаку. Водитель «Тойоты», понимая, что впереди пост ДПС, решил закончить все здесь, на спуске. Внедорожник взревел и начал обходить автобус слева, прижимаясь почти вплотную к водительской двери. Хромов видел в боковом окне перекошенное лицо стрелка. Тот пытался навести карабин, но на такой тряске и скорости ствол гулял, как щепка в шторм. Иван Петрович знал, сейчас начнется самый опасный участок – крутой правый поворот на выходе со спуска. Там дорога сужается, и если войти в него слишком быстро, центробежная сила просто сбросит машину в кювет. Он нащупал рукой тяжелый огнетушитель, закрепленный у его ног. Обычный порошковый ОП-5, который полагается по технике безопасности. Для любого другого это было средство пожаротушения. Для Хромова – инструмент. Когда внедорожник поравнялся с кабиной, Иван Петрович сделал то, чего бандиты никак не могли ожидать. Он не стал вилять, он не стал тормозить. Он открыл свою водительскую форточку, ту самую, старую, сдвижную, и, не отрывая правой руки от руля, левой выдернул чеку и направил раструб огнетушителя прямо в открытое окно внедорожника. Облако густого едкого белого порошка под огромным давлением ударило в салон «Тойоты». Это было мгновенное ослепление. В замкнутом пространстве машины порошок сработал как газовая атака. Водитель бандитов, потеряв видимость и задыхаясь, инстинктивно нажал на тормоз и дернул руль в сторону от Икаруса. Но Хромов не дал ему уйти. «Ну держись, мазута!» – прохрипел он сквозь зубы. Иван Петрович резко крутанул руль влево, цепляя внедорожник задним колесом автобуса. 15 тонн инерции сработали как рычаг. «Тойоту» развернуло боком прямо перед носом автобуса. Хромов не отпустил газ. Он уперся передним бампером в среднюю стойку внедорожника, превращая свой Икарус в бульдозер. Это была жуткая картина. Огромный белый автобус толкает перед собой поперек дороги черную машину, из окон которой валит белый порошок. Шины «Тойоты» визжали, оставляя на асфальте черные полосы горелой резины. Они неслись так к самому повороту. Хромов рассчитывал все до секунды. За 50 метров до обрыва он резко выжал сцепление и ударил по тормозам, одновременно выкручивая руль вправо, в сторону поворота. Автобус, благодаря своей массе и новой резине, вгрызся в покрытие. Его качнуло так, что правые колеса на мгновение оторвались от земли, но тяжелый двигатель в корме
удержал машину от переворота, а внедорожник, потеряв опору об автобус, продолжил движение по прямой. Законы физики, о которых Иван Петрович помнил еще со школы, не оставили бандитам шанса. Серая «Тойота» пробила хлипкое ограждение и, кувыркаясь, ушла в темноту обрыва. Звук удара об лед внизу был коротким и окончательным. В кабине наступила тишина. Иван Петрович остановил автобус на самой обочине. Мотор работал неровно, из-под капота валил пар. Хромов сидел, положив голову на руль. Руки, которые 30 лет крутили баранку, мелко дрожали. Не от страха, от колоссального напряжения мышц. Осколки в бедре жгли огнем, напоминая о саланге. Он медленно поднялся, достал из-под сиденья тяжелую монтировку и открыл дверь. Холодный воздух ворвался в салон, вытесняя запах пороха и страха. Хромов вышел на дорогу. Метель потихоньку утихала. Сзади на мосту еще догорал первый внедорожник, бросая оранжевые блики на снег. Пассажиры начали медленно подниматься с пола. Они смотрели на своего водителя так, будто увидели привидение. Тихий дед Ваня в своей фуфайке стоял посреди трассы с ломиком в руке, и в его фигуре было столько силы, что никто не решился подойти первым. Молодой инкассатор вышел на подножку, держась за поручень. Его трясло. «Петрович, ты как?» – выдавил он. Хромов обернулся. Его лицо, иссеченное морщинами и подсвеченное заревом пожара, было непроницаемым. «Огнетушитель надо новый купить», – буднично сказал он. «Этот пустой». Он подошел к передней части автобуса, осмотрел повреждения. Бампер был смят, одна фара разбита, бок ободран до металла. Но Икарус стоял твердо, сердце машины все еще билось. Иван Петрович сплюнул на снег, вернулся в кабину и включил микрофон внутренней связи. «Граждане пассажиры». Голос его был ровным, как на обычном рейсе. «Просьба соблюдать спокойствие. Сейчас осмотрим машину и поедем дальше. До Ноябрьска еще 40 верст. По графику опаздываем на 15 минут. Извините за задержку». Вахтовики переглянулись. Кто-то нервно хохотнул, кто-то начал вытирать пот со лба. Они еще не понимали, что только что произошло нечто большее, чем просто дорожный инцидент. Они были свидетелями того, как один человек, вооруженный только старым автобусом и своей волей, стер с лица земли тех, кто считал себя хозяевами жизни. Иван Петрович Хромов вернулся в свое кресло, поправил фуражку и включил фары. Две полоски света разрезали мглу, указывая путь вперед. Ему не нужно было признание, ему не нужны были благодарности. Ему нужно было довести людей. Это была его работа. Работа, которую он умел делать лучше всех на этой планете. Но чтобы узнать, что ждало его в самом конце этого пути, нужно было доехать до конечной остановки. Дорога всегда берет свою цену, и Петрович знал это лучше других. Оставался последний рывок сквозь снежную мглу. Последние 40 километров до Ноябрьска Икарус шел тяжело, припадая на левую сторону. Разбитая фара зияла пустой глазницей, а помятый борт на каждом ухабе отзывался стоном измученного металла. Иван Петрович Хромов не включал музыку и не пытался заговорить с пассажирами. Он просто вел. В салоне стояла такая тишина, какой не бывает даже в церкви. Вахтовики, суровые люди, видевшие в жизни всякое, сидели неподвижно. Кто-то курил в кулак, наплевав на все запреты и правила пожарной безопасности. Кто-то просто смотрел в окно на проплывающую мимо заснеженную тайгу, которая в предрассветных сумерках казалась бесконечным серым океаном. Они понимали, эта ночь разделила их жизни на «до» и «после», и разделяющим звеном, тонкой нитью между бытием и небытием, был этот старик в выцветшей фуражке, чьи руки все так же уверенно лежали на руле, несмотря на то, что их заметно потряхивало от запредельного выброса адреналина. В Ноябрьск въехали в половине 6 утра. Город встречал их редкими огнями фонарей и спящими улицами, которые еще не знали, какая драма разыгралась в нескольких десятках километров отсюда. Когда белый автобус, покрытый гарью, со следами пуль на бортах и выбитыми стеклами, вместо которых теперь свистел ледяной ветер, медленно подкатил к перрону автовокзала,
Дежурная по станции выронила кружку с чаем. Это было похоже на возвращение призрака или корабля из кругосветки, в который выжил только капитан. Автобус остановился с тяжелым вздохом пневматики, будто сама машина отдавала последние силы, чтобы довести людей до безопасного берега. Хромов заглушил двигатель. Внезапная, абсолютная тишина ударила по ушам сильнее, чем рев дизеля на подъеме. Иван Петрович не спешил выходить. Он не сразу открыл двери. Несколько минут он просто сидел, глядя на пустую площадь перед вокзалом. Он достал из кармана старый засаленный платок. Медленно, с трудом разгибая пальцы, вытер пот со лба. И только тогда, собрав волю в кулак, обернулся к пассажирам. Лицо его в тусклом свете дежурных огней казалось высеченным из камня. «Приехали», — сказал он негромко, и голос его слегка хрипел от долгого молчания. «Конечная. Просьба не забывать свои вещи». Люди выходили медленно, будто выходили из глубокого наркоза. Каждый, проходя мимо водительского места, на мгновение задерживался. Это не было похоже на обычную высадку. Это был ритуал. Один из вахтовиков, огромный мужик с перебитым носом и руками, привыкшими к тяжелому металлу буровых, молча положил на приборную панель пачку дорогих сигарет. Он не сказал ни слова, просто на секунду сжал плечо Хромова. В этом жесте было больше смысла, чем во всех благодарственных речах мира. Другой, совсем молодой парень, который весь рейс просидел, вжавшись в кресло, вдруг остановился и низко поклонился Петровичу, а затем быстро выбежал на морозный воздух. Последним уходил молодой инкассатор. Его лицо за эту ночь осунулось, глаза провалились. Он выглядел на 10 лет старше. Он долго смотрел на Хромова, потом на свою сумку, которую так и не выпустил из рук, прижимая к груди как самое ценное. «Спасибо, отец», — выдавил парень, и голос его дрогнул. Я сообщу, куда надо. Тебя же наградят. Это же подвиг, понимаешь? Ты нас от смерти вытащил». Хромов посмотрел на него своим тяжелым, немигающим взглядом. «Иди уже», — буркнул Петрович, отворачиваясь к окну. «Наградят они. Лишь бы за разбитую фару не вычли из зарплаты и за перерасход солярки. Иди, парень, тебя дома ждут». Полиция приехала через 15 минут. Капитан Савельев, человек с усталыми глазами и лицом, которое повидало слишком много дорожных катастроф, долго ходил вокруг Икаруса. Он не торопился начинать допрос. Он трогал пальцами пробоины от пуль в металле, качал головой, глядя на смятый швеллер под бампером, который теперь напоминал челюсть хищника. Савельев заглянул в салон, увидел разбитые плафоны и следы порошка от огнетушителя на обивке сидений. Только после этого он подошел к водителю. Хромов сидел на скамейке в зале ожидания, сжимая в руках пластиковый стаканчик с дешевым кофе, который уже давно остыл. «Ну что, Петрович», — сказал капитан, присаживаясь рядом и закуривая. «На мосту 2 трупа. В кювете под обрывом еще 3. Машины в хлам. Восстановлению не подлежат. Эксперты говорят, там живого места нет. Ты хоть понимаешь, что ты сделал? Ты их не просто остановил. Ты их уничтожил». Хромов поднял глаза. В них не было раскаяния, не было гордости. Была только бесконечная усталость. «Я соблюдал дистанцию, гражданин начальник», — ответил он ровно. «И скоростной режим в условиях плохой видимости. Они мешали движению, создавали аварийную ситуацию, не справились с управлением на скользком участке. Бывает. Трасса, она ошибок не прощает». Савельев долго смотрел на него, пуская дым в потолок. «Не справились, говоришь?» Группа «Шакала» 3 года кровь пила из водил на этом участке. Дерзкие были, техничные. Мы их взять не могли. Ни свидетелей, ни улик. Работали чисто, как хирурги. А тут старый автобус. Ты их просто переехал, Петрович, как каток. Как будто их и не было никогда. Ты понимаешь, что сейчас начнется? Бумаги, проверки, прокуратура. Они тебе за каждый сантиметр тормозного пути душу вымотают. Следствие действительно затянулось на долгие 3 месяца. Это было время, когда Ивану Петровичу казалось, что война вернулась. Только теперь она была бумажной. Его таскали по допросам в райцентр, требовали объяснений.
Как он, пожилой человек, смог совершить такие маневры на груженной, неповоротливой машине? Следователи из Пскова, молодые и амбициозные, не верили в случайность. Они привозили экспертов, которые замеряли углы ударов, изучали вмятины, моделировали ситуации на компьютерах. Один из них, в чистом костюме и с тонкими пальцами, прямо сказал Хромову: «Так водить обычный гражданский не может. У вас техника удара, как у штурмовой группы. Где вы учились так убивать машиной?» Хромов молчал. Он смотрел в окно на серый город и молчал. Он не рассказывал им про Саланг, не рассказывал про испытательные полигоны под Ташкентом, где их учили превращать обычный грузовик в крепость на колесах. Он стоял на своем. Занесло, испугался, пытался избежать столкновения, машину жалел, людей спасал. И в этой его простоте, в этой мужицкой упертости была правда, против которой не могли пойти никакие схемы. Самое удивительное произошло, когда начали опрашивать свидетелей. Пассажиры, те самые 18 человек, все как один, подтвердили версию водителя. Никто из них не видел, как Хромов использовал огнетушитель как газовое оружие. Никто не помнит, как он сознательно таранил внедорожники. Было темно, страшно, мы лежали на полу, Петрович нас спас, говорили они, глядя следователям прямо в глаза. Даже молодой инкассатор, от которого ждали детальных показаний, вдруг забыл подробности дуэли на мосту. Группировка «Шакала» перестала существовать не только физически, но и юридически. Свидетелей против Хромова не нашлось. В итоге уголовное дело закрыли. Формулировка была сухой и скучной. Действие водителя в условиях крайней необходимости, отсутствие состава преступления. Хромов вышел из здания прокуратуры в середине мая, когда на севере только-только начинал таять снег. Казалось бы, победа. Но система не любит тех, кто выходит за ее рамки. Из автопарка Ивана Петровича попросили уйти на следующий день. Директор, пряча глаза за папками, промемлил что-то про состояние здоровья, стрессовую ситуацию и нежелательные риски для репутации предприятия. Он боялся. Боялся человека, который смог сделать то, что не под силу целым отделам полиции. Хромов не стал спорить. Он не просил восстановления, не грозил судами. Он просто зашел в гараж, в последний раз собрал свои нехитрые пожитки из кабины, старый атлас дорог, иконку, приклеенную к панели, и термос. Он долго стоял у капота Икаруса, положив руку на холодный металл. Машина стояла в углу ремзоны, полуразобранная, со снятыми колесами. Ее уже готовили к списанию на металлолом. «Но прощай, старик», – прошептал он. «Свою работу мы сделали». Но история на этом не закончилась. Через неделю к дому Хромова на окраине города подкатил тяжелый трал. На нем, надежно закрепленный тросами, стоял его Икарус. За тралом тянулась целая кавалькада машин. Вахтовики на своих джипах и старых нивах. Тот самый мужик с перебитым носом вышел из машины, подошел к опешившему Петровичу и протянул ему связку ключей и документы. «Мы его выкупили по цене лома, Петрович. Скинулись все, кто в ту ночь в салоне был. Даже те, кто уже на Большую Землю уехал, деньги переслали. Это теперь твой автобус, личный. Делай с ним что хочешь. Хоть на дачу вози, хоть в огороде поставь. Это наш тебе поклон. За то, что живы». Иван Петрович стоял на крыльце, и впервые за многие годы его глаза предательски защипало. Он смотрел на свой белый автобус с красной полосой, который теперь стоял у него под окнами. Это был памятник. Памятник воле, чести и тому самому молчаливому мужеству, которое не требует наград. Прошло еще несколько лет. Иван Петрович Хромов живет тихо, как и подобает пенсионеру. Он своими руками восстановил Икарус до идеального состояния. Он заделал каждую дырочку от пуль, выправил бампер, нашел на старых складах оригинальную фару. Теперь автобус стоит у него во дворе под навесом, сверкая свежей краской. Местные мальчишки прибегают посмотреть на ту самую машину, но Хромов не любит рассказывать сказки. Он просто позволяет им посидеть за рулем, если руки чистые. По вечерам, когда на город опускаются сумерки, Петрович иногда заходит в салон. Он садится в свое водительское кресло, которое сохранило форму его тела, кладет руки на руль и закрывает глаза.
В эти минуты он снова там, на чертовой горке, среди метели и рева дизеля. Он не жалеет ни о чем. Слово «никогда больше», которое он дал себе после Афгана, было нарушено ради жизни. И он понял, правила существуют для тех, у кого есть выбор, а когда выбора нет, остается только долг. Долг человека перед людьми. Он часто думает о том, что делает нас теми, кто мы есть. Не погоны, не звания и не записи в трудовой книжке, а тот момент, когда ты решаешь свернуть или нажать на газ. Хромов нажал на газ. И теперь он живет с этим выбором, в тишине и покое, который он заслужил в том страшном февральском бою. Осколок в бедре все так же ноет к дождю. Петрович растирает ногу старой мазью, курит те самые сигареты, что привозят ему бывшие пассажиры, и смотрит на дорогу, которая уходит за горизонт. Он знает, где-то там все так же светят фары ночных рейсов, и другие водители крутят баранку, надеясь на удачу. Но он спокоен. Свою трассу он прошел до конца. В один из таких вечеров к нему зашел сосед, молодой парень, недавно купивший подержанную иномарку. «Петрович?» – спросил он, глядя на огромные автобусы во дворе. «А зачем тебе эта махина? Столько места занимает, налоги платить, ухаживать. Продал бы на запчасти, деньги бы хорошие выручил». Хромов посмотрел на него своим фирменным взглядом, глубоким, как колодец. «Это не махина, сынок», — сказал он тихо. «Это друг. А друзей на запчасти не продают, даже если они старые и помятые». Сосед не понял, да и не мог понять. Чтобы понять Ивана Петровича, нужно было хоть раз увидеть в зеркале заднего вида смерть и не отпустить руль. Хромов проводил его взглядом, вздохнул и пошел закрывать ворота. Метель начиналась снова. Снег ложился на белый борт Икаруса, скрывая старые шрамы. Но Петрович знал, под краской металл помнит все. И он сам помнит. Этого достаточно. Напишите в комментариях одно слово. Прав или не прав был Петрович, решив не открывать двери и идти на таран. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если история тронула ваше сердце. Напишите, из какого города вы нас смотрите. Нам важно знать географию наших зрителей. Это очень помогает каналу развиваться и рассказывать новые истории о настоящих людях. До новых встреч на дорогах нашей памяти. Берегите себя.